В маленьком прибрежном городке, где соленый воздух разъедал ставни, а время будто застыло, жила вдова по имени Мэрион Уилсон. Ее дом стоял на краю утеса уже больше 100 лет и пережил штормы, войны и смену поколений. После смерти мужа Мэрион жила тихо и уединенно, зарабатывая на жизнь редкими заказами по реставрации старых книг. Она знала цену истории и относилась к прошлому с уважением, хотя никогда не думала, что оно буквально окажется у нее под ногами. В тот день поднялся необычайно сильный ветер. Он выл, словно предупреждая, и бил в стены дома с такой силой, что старые балки не выдержали. Крыша обвалилась, за ней часть пола, и за считанные минуты дом, в котором Мэрион прожила большую часть жизни, превратился в груду обломков. К счастью, она успела выбежать наружу и наблюдала разрушение с чувством утраты, смешанным с странным спокойствием. Когда ветер стих, Мэрион вернулась к руинам. Среди пыли и щепок она заметила провал в земле под тем местом, где раньше была гостиная. Любопытство пересилило усталость. Спустившись ниже, она увидела старый деревянный сундук, покрытый ржавыми металлическими полосами. Он выглядел так, будто пролежал там десятилетиями, если не столетиями. Сундук оказался тяжелым. Когда Мэрион с трудом приоткрыла крышку, внутри блеснуло золото. Это были старые монеты, потемневшие от времени, с едва различимыми гербами и датами. Позже специалисты скажут, что они относятся к периоду военных конфликтов, когда золото часто прятали, спасая от грабежей и конфискаций. В музейных каталогах подобные монеты считались чрезвычайно редкими и невероятно дорогими. История дома внезапно обрела новый смысл. Мэрион вспомнила рассказы своего мужа о прежних владельцах, семье Харрисон, живших здесь во времена больших потрясений. Возможно, именно они спрятали сундук, надеясь когда-нибудь вернуться. Но годы шли, люди уходили, а тайна оставалась под фундаментом, дожидаясь своего часа. Новость о находке быстро разошлась по городу. Историки, такие как Эдвард Миллер и Томас Браун, подтвердили подлинность монет. Музеи предложили выкуп, обещая сохранить коллекцию как важное свидетельство эпохи войн и человеческого страха потерять все. Для Мэрион это сокровище стало не просто финансовым спасением после утраты дома. Оно стало напоминанием о том, что прошлое никогда не исчезает бесследно. Иногда оно скрыто под слоями времени и пыли, ожидая случайного ветра, который разрушит старые стены и откроет то, что было забыто.